Друзья, я вас приветствую. Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала, я ведический астролог. И сегодня мы с вами будем разговаривать на тему будущее России 2026-2028 годы. И прежде чем мы с вами приступим к анализу гороскопа России на 2026-2028 годы, я бы хотела сделать несколько маленьких ремарок. Если вы досмотрите до конца это видео, то вы узнаете мое мнение о том, когда примерно закончится война между Россией и Украиной. Ну и, конечно же, я буду говорить в этом видео о том, что же ждет Россию в ближайшие годы. Это мое мнение. Я здесь хочу предупредить, что я выражаю здесь свое мнение. И мунданная астрология — это такая зона астрологии, которая изучена не так хорошо, как астрология личных гороскопов, поэтому здесь могут быть разночтения у астрологов, естественно. И если мое мнение совпадает с мнением какого-то другого астролога, это не значит, что мое мнение неправильное, чье-то правильное, либо это не значит, что мое мнение вы должны принимать на веру как 100% верное. И более того, это не значит, что вы, если мое мнение не совпадает с вашим, должны оскорблять меня либо кого-либо еще. То есть я бы призвала всех участников процесса, всех, кто будет смотреть это видео, подписчики, комментарии, кто будет писать, пожалуйста, вы можете высказывать свое мнение, но если кто-то будет кого-то оскорблять, я буду это видеть, то есть, конечно, я тоже не могу следить за всеми комментариями, то я, конечно, буду блокировать просто за оскорбление других людей, и меня в том числе. Потом, в этом видео я выскажу свое мнение о том, когда закончится война между Россией и Украиной, но это будет такой более широкий промежуток времени. И, естественно, я на эту тему еще запишу отдельное видео с анализом гороскопа Украины, и я потом больше углублюсь в то, как более суженный промежуток времени, то есть я хочу найти более узкий промежуток времени, когда эта война закончится. Но поскольку сейчас в России действительно очень такой идет период важный, потому что будет вот-вот на днях будет смена подпериодов, и смена подпериодов, она всегда дает какие-то новые события. Очень хочется посмотреть с этой точки зрения на этот гороскоп, тем более, что это темы, которые у меня уже на протяжении 3 лет просили подписчики, то есть подписчики мои просили уже очень давно выпускать мунданные прогнозы, но я очень долго отпиралась, и теперь вот с Ирана начала. Первое видео у меня было про Иран, и сейчас мы будем смотреть про Россию. Я надеюсь, что мы друг друга поймем. Если вдруг кто-то будет настроен негативно, то, пожалуйста, если вы хотите продолжать смотреть видео на этом канале, не переходите на личности. Теперь давайте говорить о том, что же ожидает Россию в 2026-2028 годах. И первое, с чего мы начнем, анализ гороскопа. Есть несколько систем прогнозирования. Анализ гороскопа, первая система прогнозирования Вимшотти-Ридаши. По Вимшотти-Ридаши у России как раз меняется скоро период. И первое, с чего я бы хотела начать, с того, что у России, я больше чем уверена, что люди, которые смотрят политические прогнозы, мунданные прогнозы, они уже очень много видели интерпретации гороскопа России, да. Я больше чем уверена, что это видели, но я записываю свое видео, я это все равно проговорю, и, может быть, я буду говорить то, что, с чем вы не согласны или еще что-то, но все равно я это буду проговаривать, поэтому, пожалуйста, не пишите мне, что «а вот такой вот там трактует это по-другому». Мне как бы хочется трактовать свое видение, а не чужое. Значит, с февраля 2024 года по февраль 2040 года Россия вступила в период Юпитера. И этот Юпитер, он вызывает очень много споров, как я понимаю, потому что, с одной стороны, Юпитер — это планета-бенефик, планета-благодетель, которая обычно в астрологии считается планетой, дарующей хорошие результаты, дарующей мудрость в принятии решений, детей, деньги, удачу, расширение мировоззрения, жизненную философию, оптимизм и так далее.
Но есть у этого Юпитера некоторые моменты, которые его портят, потому что он находится под аспектом Марса. Марс — это планета конфликтов, планета войны, планета споров. И Юпитер в гороскопе России управляет четвертым и седьмым домом гороскопа. Четвертый и седьмой дома гороскопа в мунданной астрологии. Четвертый дом означает земли, территории, оппозицию в том числе, а седьмой дом гороскопа означает мир союзников либо противников, которые есть у государства. И Юпитер находится в десятом доме гороскопа. Десятый дом гороскопа — это дом власти. Но это не только дом власти, это еще и то, как страна выглядит на международном уровне в данный период времени или вообще в целом. И что интересно, что на самом деле я вот люблю по мунданной астрологии сравнивать гороскоп страны с гороскопом человека. И когда я провожу аналогию с гороскопом человека, я могу сказать одно, что когда у человека идет период Юпитера в десятом доме гороскопа, это всегда дает такой результат, как человек становится символом. Человек, что-то в его жизни происходит, что становится символом, допустим, эпохи, создает прецедент. То есть это период, который создает какие-то прецеденты, и в дальнейшем будет там какая-то история, которая будет опираться на этот прецедент. То есть впервые в истории сделали то-то, впервые в жизни сделали то-то. Впервые в истории там кинематографа сделали вот такой вот, сняли такой фильм. Это все будет прецедент. И недаром, кстати говоря, когда я думала про этот период, когда я готовилась к записи этого видео, «Господин Никто против Путина», вот этот вот фильм, который снят в российских школах, занял там, получил Оскар, да, и это был тоже такой прецедент, документальный фильм про Министерство образования, про уровень образования, про какие-то вот вещи, которые происходят в системе образования. Он получил Оскар. То есть страна стала знаменита благодаря тому, что произошло, благодаря тому, что был снят фильм о том, что происходит в образовании. То есть Юпитер, в принципе, планета, которая отвечает за образование. И помимо этого, Юпитер — это планета, которая отвечает за детей и за то, чтобы учить. Поэтому, в принципе, можно сказать, что период Юпитера, в который вошла страна с 13 февраля 2024 года по 13 февраля 2040 года, ну тут несколько дней они могут плясать, меняться, плюс-минус в разные стороны. Но вот этот сам период Юпитера, поскольку это планета детей и образования, религии, философии, он говорит о том, что страна берет курс на то, чтобы вырабатывать свою какую-то философию, заниматься воспитанием детей, молодежи, заниматься вопросами деторождения. То есть это курс страны до 2040 года выработки какой-то идеологии, выработки какой-то философии, выработки какой-то вот развитие религиозности в том числе. То есть курс на то, чтобы создать свою какую-то, ну, патриотизм какой-то. То есть вот людей обучать и воспитывать в духе каком-то, в каком-то духе. То есть это вопросы, которые в государстве больше всего поднимаются. Как управитель четвертого дома земель, территорий, Юпитер тоже указывает на то, что это будут вопросы, которые будут в государстве очень активны, которые будут подниматься постоянно, которые будут на повестке дня. Ну и плюс вопросы партнерства, вопросы союзничества, либо вопросы именно военных действий тоже, они не заканчиваются. Но Юпитер, конечно, в этот период до 2040 года он указывает на заключение каких-то сделок, в том числе, скорее всего, вот на окончание военных действий. То есть Юпитер, как управитель седьмого дома гороскопа в 10-м, если бы это был человек, он бы указывал на то, что был заключен партнерский союз. То есть этот Юпитер дает указания на заключение партнерских союзов. Потом, что еще здесь важно понимать про этот Юпитер? Тоже такая интересная история, потому что на самом деле, если так подумать, допустим, в гороскопе человека этот Юпитер мог бы означать, что у
человека меняется место проживания. И вместо того, чтобы жить в своем собственном доме, человек переезжает в какой-то казенный дом, то есть это арендное жилье, это другое государство, то есть получает статус в другом государстве. И получается, вот четвертый дом гороскопа это в том числе и люди, да, которые там живут в четвертом доме гороскопа, нация, наши люди, которые живут на территории этой страны. И получается, что они как будто бы расселяются по миру, расселяются и начинают жить в других городах и в других странах. Другая трактовка, это могла бы быть такая трактовка, что это территории уходят, то есть вот территории уходят в другое пользование. Либо государство получает, оформляет статус на какие-то территории, на какие-то земли и на то, что там находится. Потом Юпитер у нас способствует расширению таких сфер, как армия, потому что Юпитер аспектирует шестой дом гороскопа, и он способствует расширению армии. И что еще интересно, что в целом он находится в четвертом доме гороскопа, в дополнительном гороскопе, в четвертом доме земель вместе с Луной, поэтому в целом для России можно сказать, что все равно, как бы там ни было, хоть Юпитер тут и с Плутоном, и с Луной, какая-то удача с точки зрения земель присутствует. И это очень неплохо работающий гороскоп на самом деле. Юпитер здесь под аспектом Венеры вместе с Луной находится, поэтому в целом можно сказать, что какие-то территории Россия приобретает в период Юпитера. Потом, если мы посмотрим, Юпитер и Луна, да, он находится в гаджике Шри-йоги, это йога счастливчика, поэтому в целом какая-то удача может присутствовать в период Юпитера с точки зрения территории, с точки зрения Земли, с точки зрения союза в том числе и по финансам тоже в целом, несмотря на то, что в России введены санкции, все равно Юпитер не указывает на такое прям страдание страны от того, что у страны нет денег. Но, конечно, есть еще подпериоды, есть еще какие-то дополнительные периоды, и все равно это все должно складываться одновременно. Но поскольку у нас Юпитер находится под аспектом Марса, и здесь у нас Юпитер находится в Овне в четвертом доме гороскопа, это не исключает того, что в любом случае период Юпитера — это период, когда на территории России в том числе будут проходить военные действия, и на территории России в том числе будут проходить различные действия такого вот насильственного характера, потому что Юпитер под аспектом Марса. Юпитер как управитель четвертого дома наших территорий и Юпитер как управитель седьмого дома военных действий. То есть, по сути, как бы здесь такая история, что поскольку этот мир Юпитер попадает под аспект Марса, то война, которую начинает Россия, или война, в которой участвует Россия, она неизбежно приводит какую-то агрессию и на территорию России. Именно вот в эти периоды с 2024 года по 2040 год это взаимосвязано. То есть вот этот вот управляет четвертым домом и седьмым домом. Это наши партнеры, это наши земли, да, и под аспектом Марса. И получается так, что в любом случае война приходит на нашу территорию, и у нас тоже воюют. Или какие-то вот такие вот действия. Значит, что еще? Еще Юпитер обещает изменения во власти до 2040 года, и когда это будет происходить, примерно я скажу тоже. То есть смещение власти. И что интересно, что вообще в четвертый дом гороскопа в мунданной астрологии он в некоторых трактовках считается как дом оппозиции. То есть, что теоретически оппозиция может набрать какую-то силу, и в том числе оппозиция может войти во власть, но я не думаю, что она прям там как бы наберет большую силу, но войти во власть тут вполне себе вероятно, что оппозиция тоже может каким-то образом быть во власти, но опять же, сейчас вот этот вот Юпитер очень хорошо отражает то, что происходит в России сейчас с
телеграм-каналами и с развившимся большим количеством блогеров, которые являются лидерами мнений и высказывают свое мнение. Потому что Юпитер, как управитель четвертого дома в десятом, четвертый дом это вот эта вот оппозиция, а десятый дом это власть. И управитель четвертого дома находится в близнецах, в знаке информации. То есть оппозиция обладает большим информационным ресурсом и доносит какую-то информацию. Поэтому я так понимаю, что сейчас начинается вот эта вот история по блокировке телеграм-каналов и интернета, потому что государство чувствует вот эту вот силу оппозиции, доносить информацию, и то, что у оппозиции очень большой, и не только у оппозиции, но и в целом блогеры и люди, которые обладают большим количеством информации, они влияют на власть, на имидж страны и на то, что происходит на внешнем уровне. Значит, со 2 апреля, у меня здесь со 2 апреля, у некоторых даже прям, я знаю, значит, у меня здесь со 2 апреля 2026 года по 17 октября 2028 года у России начинается подпериод Сатурна. И этот подпериод Сатурна, он для России несет начало кризиса. Он может тут быть, просто я знаю, что в России, допустим, 29 марта, по-моему, там назначен какой-то митинг, по крайней мере, я об этом слышала. Это может означать, что вот когда этот митинг будет проходить, и либо накануне, либо вот после него, либо еще каким-то образом, то есть сразу после него гайки начнут накручиваться очень сильно. То есть Сатурн — это планета ограничений, и Сатурн будет действовать до октября 2028 года. Сатурн, с одной стороны, но Сатурн у нас несет двойной посыл, двоякий посыл. И я сейчас это буду рассказывать, а потом буду рассказывать о том, как это еще проигрывается по транзитам, потому что транзиты очень сильно подтверждают то, что Россия приближается к очень большому кризису на самом деле, который случится вот 27-28 год, но еще не сейчас. То есть это как бы приближение к кризису, но кризиса сейчас нет, а кризис будет впереди. Значит, Сатурн. С одной стороны, Сатурн управляет 5-м домом гороскопа, с другой стороны, он управляет 6-м домом гороскопа, но эти два дома гороскопа, они влияют на Луну. Что такое на 5-й дом гороскопа? То есть этот Сатурн — это планета ограничений, планета холода, отстранений, строгости, законов, нормы, морали. И он стоит в 5-м доме гороскопа. 5-й дом — это ментальное состояние нации, это развлечения, это удовольствия, это какие-то культурные мероприятия. То есть когда в стране происходят праздники, 5-й дом гороскопа процветает, когда страна радуется, проходят там фестивали, концерты и так далее, и так далее. Когда Сатурн стоит в 5-м доме гороскопа, скорее всего, вот этот 2 года ближайших, получается, наступает период ограничения в стране развлекательных мероприятий, каких-то культурно-массовых мероприятий, каких-то мероприятий вот такого вот характера праздничного. То есть, возможно, будет опять же та же самая цензура накладываться, возможно, будет интернет точно так же ограничиваться. Но ограничения интернета, в принципе, здесь по Сатурну будут, потому что Сатурн аспектирует 11-й дом гороскопа. Вот этот 11-й дом гороскопа, он отвечает за интернет в том числе. То есть Сатурн аспектирует 11-й дом гороскопа, и 11-й дом отвечает за интернет. Но Сатурн у нас еще влияет на Луну, как я уже говорила, а Луна — это ментальное состояние народа, людей, которые живут, то есть их как бы, если бы это был человек, вот если бы это был гороскоп человека, я бы сказала, что этот человек может вступить в период такого депрессивного состояния, как бы немного депрессивного такого состояния и ментально вот неудовлетворенности жизнью. И если мы говорим про Сатурн,
то Сатурн, он обычно отвечает за сельское хозяйство, за фермерство, за все ресурсы полезные, ископаемые. Вот это протесты, бунты, простой народ, рабочий класс. И вот это вот все как бы указывает на то, что народ становится очень недоволен. Вот в Навамше, в дополнительном гороскопе, Сатурн находится в первом доме гороскопа. То есть это страдание нации, то, что народ становится очень недоволен тем, что происходит в стране. Что еще интересно? Что Сатурн, вот если мы посмотрим в дополнительном гороскопе в Навамше, Сатурн аспектирует третий дом гороскопа. Третий дом — это дом СМИ, дом границ, дом соседей, дом интернета тоже, общения, коммуникаций. И Сатурн указывает на то, что, ну, по моему мнению, что, скорее всего, те границы, которые у России открыты, они могут стать закрыты. Но даже не в 26 году, а вот гороскоп годовой я, если успею сегодня показать, то в 27 году, скорее всего, границы Россия какие-то закроет. И помимо этого, Сатурн у нас аспектирует Меркурий. Меркурий — это свобода слова, это торговля, это информация, это коммуникация. То есть Сатурн будет действовать так очень жестко и будет ограничивать свободу слова. Но что еще интересно, Сатурн аспектирует Венеру. Точно так же, если мы говорим, что здесь Сатурн стоит в пятом доме гороскопа, это дом развлечений и комфорта, здесь Сатурн аспектирует Венеру, точно так же Венеру, которая управляет пятым домом развлечений и комфорта, и в целом сама по себе Венера — это планета развлечений и комфорта. Точно так же Сатурн указывает на то, что Венера, то есть вот это вот роскошь, богатство, деньги, развлечения, комфорт, что оно будет контролироваться. Возможно, какие-то ведутся налоги на роскошь, возможно, какие-то будут ограничения там по количеству, допустим, автомобилей в семье. Ну, это как бы совсем такой бредовый пример, но я имею в виду, что какое-то ограничение на уровень доходов, на уровень богатства, может быть, там дополнительно какой-то подоходный налог или что-то еще такое может ввестись, то есть то, что ограничивается. Но что еще интересно, то что здесь в Навамше Сатурн указывает на то, что вот если бы опять же это был гороскоп человека, что человек, если бы это был гороскоп человека, можно было бы сказать, что человек разрывает, выходит из тех отношений, которые у него есть, и вступает в новые отношения. То есть это разрыв одного партнерства, вступление в новое. И с этой точки зрения, кстати говоря, ну, я параллельно, то есть тоже непонятно, да, это очень сложно сказать, что с кем точно, но параллельно я еще смотрела вот это вот закрытие границ и параллельно смотрела гороскоп Беларуси, потом, возможно, тоже там, может быть, гороскоп Беларуси отдельно будет видео. Но вот мне почему-то кажется, что начнется отдаление Беларуси от России в этот период времени. Потому что в Беларуси вот этот вот период откат санкций до 28 года начинается такой, и как бы Беларусь разворачивается в сторону другого партнерства, тоже там такая история. Ну и плюс вот эти вот закрытые границы, они у Беларуси тоже как будто бы видны, что в 27 году у Беларуси тоже закрываются границы. Значит, что еще? Что Сатурн аспектирует третий дом гороскопа в Навамше и управителя 9 и 6 дома гороскопа. Шестой дом и 9 дом гороскопа, шестой дом гороскопа в первую очередь, вернее 9 дом гороскопа в первую очередь, это законы. Законы, которые издаются, и поэтому Сатурн здесь аспектом на третий дом, на управителя 9 дома гороскопа говорит о том, что власть начинает контролировать очень сильно и менять законы, контролировать какие-то законы. Поэтому сейчас будет какой-то контроль законов. Но есть еще одна очень важная деталь, потому что Сатурн управляет шестым домом, и в основном гороскопе он управляет шестым домом, и шестой дом — это дом врагов, долгов, болезней, опять же, и шестой дом — это дом, который отвечает за суды, тюрьмы, армию, этих заключенных. И поэтому Сатурн, вот этот вот ретроградный, может что-то поменять в полиции, в
армии, в заключенных, да, то есть, возможно, там опять откат какой-то по заключенным, например, возвращение их там с войны какой-то, и из-за этого люди будут там морально, то есть, ну вот этот Сатурн, он вот очень показывает, что как будто бы, например, там заключенные возвращаются, да, из военных действий, и государство, и люди от этого находятся в таком состоянии, как бы шоковом немного. Либо же еще может быть такое, что государство, например, объявляет еще там какое-то реформирование армии, например, еще одну мобилизацию, и люди тоже пребывают в таком шоковом состоянии. То есть какая-то история с апреля 26 года вот начинается, которая поменяет в том числе то, что связано с армией, и, может быть, это законы, может быть, это просто дополнительное там формирование какое-то и так далее. Но в Навамше, в гороскопе, который отвечает за в Навамше, в гороскопе, который дополнительно у нас гороскоп, Сатурн управляет вторым домом гороскопа, и он указывает на еще больше вооружения страны. То есть указаний на то, что заканчивается конфликт, здесь нету. Но Сатурн, как планета ограничений, он может, наверное, немного замораживать конфликт, но не заканчивать его. То есть, скорее всего, вот до этого 17 октября 28 года вот окончание конфликта увидеть очень сложно. Вот до 17 октября 28 года Сатурн, он как будто бы замораживает, и он как будто бы даже еще... То есть если классически брать Сатурн вот этот вот в таком положении, он еще указывает на возвращение каких-то земель. То есть нету вот этой вот истории, что типа просто идут переговорные процессы, а скорее всего продолжаются военные действия, потому что тоже, опять же, если анализировать, вот когда я анализировала гороскоп Ирана, Трамп увяз в той войне, которую он развязал на Ближнем Востоке, и это отодвигает мирный договор, но это я уже там как бы не новость говорю, да, это говорит о том, это большое такое обсуждение, в принципе, идет, да, в СМИ, что это отодвигает мирный договор. Но Сатурн еще как управитель шестого дома гороскопа аспектирует 11 и второй дом гороскопа, и он указывает на то, что какие-то проблемы, какая-то борьба становится источником новых доходов, да, потому что Сатурн на самом деле здесь очень сильный, Сатурн здесь хорошо себя чувствует. Более того, Сатурн у нас находится в Накшатре под управлением Солнца, а Солнце у нас напрямую указывает на то, что руководитель государство может перемещаться, то есть улучшается возможности руководителя государства, либо он куда-то там уезжает за границу, либо он перемещается за границу, то есть он становится как бы более подвижным в этом периоде и куда-то выезжает. Ну, не только куда-то выезжает, да, Солнце — это что-то подсвеченное. Солнце подсвечивает. Солнце стоит с управителем 10 дома гороскопа, и Солнце подсвечивает. То есть, что, по сути, можно сказать, что руководитель государства становится как бы немножко таким на виду, становится, про него больше говорят, на него больше обращают внимание, он в фокусе внимания и так далее. То есть руководитель России становится в фокусе внимания под период Сатурна. Теперь давайте посмотрим на период рыб, который проживает Россия с июня 2023 года по июнь 2032 года по Чарадаше. Значит, что у нас период рыб? Период рыб точно так же. Период рыб точно так же у государства в первом доме гороскопа, у гороскопа вот этого вот, который проживает страна, в первом доме гороскопа стоит Марс, планета агрессии, конфликтов. Но период рыб до 2032 года обещает заключение какого-то соглашения с страной. То есть вот 2032 год, и вот управитель седьмого дома гороскопа, партнерство обещает заключение какого-то соглашения, поэтому, ну, четко очерчено, что до 2032 года война, конечно, закончится. И это уже 100%, да, тем более, что были переговорные процессы, и всем кажется уже, что вот-вот-вот-вот-вот-вот, но
по крайней мере, вот тут гороскоп тоже подтверждает, что будет заключено между Россией там, и какой-то страной заключено соглашение. Внутри Чардаши я здесь смотреть не буду, что будет происходить, но под период, но я покажу теперь два важных момента, которые я, в принципе, такие ключевые для этого видео. Два важных момента — это годовые гороскопы на 2026, 2027, 2028 год и транзиты России по гороскопу России тоже на эти годы. Не на эти годы, а вот на ключевые моменты, которые я хотела обратить внимание. Значит, 2026 год. Мы строим годовой гороскоп на 2026 год. Вот, по сути, у России с июня 2026 года начинается новый годовой гороскоп. И, конечно же, страна, у которой годовой гороскоп начинается с Марсом в седьмом доме гороскопа, она не может быть страной, которая заключает мирный договор. То есть годовой гороскоп на 2026 год с июня 26 по июнь 27 года говорит о том, что страна продолжает воевать. И более того, я предполагаю, что, во-первых, Россия может вступить в какую-то еще одну войну в этот период с июня 26 по июнь 27 года, в какую-то еще одну. То есть, опять же, вот это вот реформирование армии, возможно, дополнительный набор. Здесь есть указание на то, что страна может еще куда-то вступить. И при этом стоит в четвертом доме гороскопа, который отвечает за нашу территорию, стоит Плутон, то есть за территорию этой страны. Здесь стоит Плутон. И при этом еще одна вещь, которую я подозреваю, которая, скорее всего, будет происходить и которая, возможно, как-то будет озвучена, то, что будет заговор, либо настоящий, либо какой-то выдуманный, но про который будут говорить. То есть вот у нас в седьмом доме гороскопа стоит Марс и Луна. Это Бхарани, Накшатра, революционная Накшатра заговоров, который будет против Путина, Владимира Путина, да, или против руководства, либо это будет где-то там в руководстве. То есть этот заговор, который как будто бы, вот, то есть вот Бхарани, она как будто бы что-то вынашивает, что-то вот такое против кого-то. Это обычно вынашивание, и тут у нас Марс в Бхарани, и это еще Бхарани у нас относится к женщинам, точно так же здесь Марс и Луна. И, кстати говоря, Марс и Луна это, ну, опять же, то есть для народа Марс и Луна это не очень хорошо, потому что Луна это наша психика, это психологическое состояние народа в этот период времени. И Марс это планета конфликтов, и причем еще Марс это планета конфликтов в Накшатре, которая управляется Венерой, то есть это женщины, это опять же искусство, да, которое может выходить на такой вот уровень военного патриотического характера еще больше. Что интересно, что еще вообще Венера это еще планета, которая отвечает за скот, за лошадей, за вот такое вот. И я знаю, что просто сейчас в России там происходят какие-то истории, когда уничтожают там поголовье скота, потому что якобы там вспышка. И эта история, вот она очень сильно выстрелит каким-то образом в стране в период вот с июня 26 года по июнь 27 года, я думаю, потому что здесь Венера стоит в 10 доме гороскопа, и Марс в этой Бхаране, то есть точно так же, может быть, какие-то столкновения из-за этого тоже могут быть, из-за того, что вот уничтожается скот. Потом, что интересно, кстати, да, вот по накшатрам, то, что я смотрела. Во-первых, вот этот Марс Бхарани, да, это еще вот против женщин что-то какие-то могут быть какие-то против женщин истории. Но Марс Бхарани это одно, а другое, что у нас здесь Сатурн находится в восьмом доме гороскопа, ой, не в восьмом доме гороскопа, в шестом доме гороскопа, и Сатурн находится в Накшатре Ревати. И
Тоже такой Ревати — это накшатра, которая отвечает за перемещение между мирами, за международную торговлю, за свободное прохождение границы. А Сатурн — это ограничитель, поэтому Сатурн в Ревати, он точно так же может указывать на какое-то ограничение в прохождении границ в России. Но помимо этого у Ревати есть конкретный управитель, это божество Пушан, который является вегетарианцем. Он защитник, защитник вот этих вот животных, защитник. Он, он, он отвечает, в общем-то, за то, чтобы помогать земледелию, плодородию и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эта тема с котом, она продолжается как-то, скорее всего, и даже можно сказать, что она будет, ну, то есть будут вводиться какие-то, наверное, запреты, ограничения для людей на сельское хозяйство, на какие-то количество, там, допустим, домашних животных точно так же, да, то есть вот этот вот Сатурн, мне кажется, что вот он такие результаты очень показывает. Плюс у нас еще Венера Плюс у нас еще Венера Гнати Карака в Пуще находится. То есть если бы я, конечно, изначально этот гороскоп смотрела бы, может быть, такое не догадалась. Но, опять же, Гнати Карак — это показатель врагов, долгов, болезней. Она находится в Пушье, а Пушье — это тоже накшатра. У нее символ коровье вымя, сочащееся молоком. То есть все-таки вот эта история с крупным рогатым скотом, Гнати Карак — это показатель врагов, долгов, болезней. То есть эта история, она становится центральной, в принципе, как будто бы на 2026 год в том числе. И даже вот эта вот Венера у нас будет с 20 марта 2027 года. Поэтому даже интересно, как это потом все развернется. Но в целом я так предполагаю, что скорее всего, эта история еще будет продолжаться и будут вводиться какие-то даже ограничения, вероятно, по скоту, который можно, там, допустим, иметь. Значит, это гороскоп на 2026 год, то есть понятно, что тут Марс стоит в седьмом доме гороскопа вместе с Луной, и это давление на женщин какое-то, и давление на ментальное состояние людей. 2027 год, пожалуйста, если мы посмотрим, точно так же в 2027 году стоит в седьмом доме гороскопа Марс. Но в 2027 году, помимо того, что в седьмом доме гороскопа стоит Марс, еще и в третьем доме гороскопа стоит Сатурн. То есть если там у нас еще если там у нас еще Сатурн стоял в шестом доме гороскопа в Пушье, и это могло означать, не в Пушье, в Ревате, это могло означать вот эти вот какие-то таможенный контроль, допустим, там того же самого мяса, вот того же самого, это вот контроль продукции какой-то, то здесь Сатурн стоит в третьем доме соседей, транспорта, коммуникаций, информации, в третьем доме интернета, дорог, вот железных, там любых вот перевозок. Сатурн в падении, как управитель 12 дома гороскопа. То есть он напрямую указывает на то, что, скорее всего, какие-то границы закрываются. И здесь тоже у нас стоит Кету. Но при этом у нас Раху в 12 доме гороскопа с Манди Гуликой, очень пораженный Раху с Плутоном. Поэтому, естественно, в 27 году точно так же говорить о том, что заканчивается война, это июнь 27, июнь 28. То есть точно так же говорить о том, что заканчивается война, не приходится. Причем Сатурн еще стоит в третьем доме. Третий дом — это дом официальных документов, соглашений каких-то. И Сатурн указывает на то, что могут и нарушаться какие-то соглашения, и в целом каких-то документы какие-то меняться принудительно, в принудительном порядке. Поэтому, скорее всего, тут тоже указание на то, что война закончится. В этом периоде я не предвижу того, что она может закончиться. И меня очень сильно, если честно, триггерит вот этот вот Раху в 12 доме гороскопа. Он больше, он может указывать на шпионаж какой-то, на то, что внедряются шпионы на территорию страны и такие вот вещи. Но Кету в шестом доме гороскопа, он тоже может указывать на какое-то окончание. То есть Кету в шестом доме гороскопа — это что-то вот связанное с, возможно, там
частичным, например, расформированием армии, что-то в этом роде. Потому что вообще, в целом, если так посмотреть, ну, тут, конечно, тоже Луна находится в 8 доме гороскопа, она тоже указывает на страдания, а, то есть еще на еще ментальные сложности, да, у народа, в общем-то. Но, кстати говоря, тут еще в этом году очень какие-то кредиты крупные будут у государства, какие-то крупные финансовые средства, то есть меняется как будто бы страна выплачивает какие-то деньги по крупным кредитам. И начинается, но вообще даже не так. В этом гороскопе, в этот период есть явное указание на то, что будет начат какой-то масштабный проект, и, скорее всего, на этот масштабный проект, на какую-то стройку, возможно, на какое-то восстановление или еще на что-то страна потратит очень много денег. И этот масштабный проект может быть связан, кстати говоря, в том числе еще как один из вариантов, может быть связан с внутренним интернетом, потому что, с одной стороны, Сатурн стоит в 3-м доме гороскопа, он как бы закрывает вот этот вот, ну, либо внутренний интернет, либо внутренние коммуникации, внутренние перемещения, внутренняя информация какая-то, потому что, с одной стороны, Сатурн стоит в 3-м доме гороскопа, он как бы закрывает какие-то информационные возможности, либо с соседями там какие-то коммуникации, образовательные какие-то учреждения, типа курсы, да, запрещается, например, там какие-то курсы, а вот, пожалуйста, открывается вам какой-то институт, который будет это преподавать. Но при этом стоит Меркурий в 5-м доме гороскопа, и он в этом гороскопе годовом Путра Карака, то есть показатель у детей, показатель знаний, и Арутхалагна стоит в 5-м доме гороскопа. То есть, например, там какой-то институт запускается, либо запускается какой-то образовательный проект, либо запускается какой-то там внутренний интернет, да, внутренний там, не знаю, не Рутуб, конечно, но какой-то внутренний портал, там типа Википедии или чего-то такого. То есть какие-то крупные проекты будут в этот период запущены. Но по поводу окончания военных действий все равно здесь указания на это нету, но будут, возможно, какие-то предварительные в этот период времени, предварительные какие-то, потому что управитель 3-го дома гороскопа в 7-м, то есть предварительные какие-то договоренности будут, и которые потом в дальнейшем будут обсуждаться. Но это сейчас еще вот покажу годовой гороскоп на 2028 год, то есть с июня 28 по июнь 29 года. Здесь у нас в 7-м доме гороскопа стоит Луна с Плутоном, конечно, но здесь есть, в принципе, все признаки того, что будут заключены какие-то соглашения, что будут заключены какие-то серьезные сделки. И я предполагаю, что именно вот этот вот период, это такой первый период, когда есть указание на то, что война закончится. И дальше я бы хотела объяснить это еще с точки зрения транзитов. То есть еще раз вернусь, что это годовой гороскоп июнь 28 июнь 29 года. Я бы хотела, конечно, чтобы вот эти вот все истории, что так долго это все затягивается, чтобы это было неправдой, но по гороскопу выглядит так, и гороскоп на самом деле очень рабочий, поэтому это начало, первый такой период, когда очень вероятно, хотя я думаю, что я потом еще отдельно посмотрю, выделю для себя, да, то есть я сравню еще гороскоп Украины, но я так немного сравнивала, да, я даже строила гороскоп, у меня есть гороскопы людей, которые на данный момент в Украине не выездные, и если говорить про периоды там после 28 года, у невыездных появляются периоды под заграничные поездки, то есть когда невыездные начинают выезжать из страны, поэтому в целом я думаю, что я примерно права, это очень близко, но дальше просто-напросто мне нужно еще время для того, чтобы это проанализировать и выпустить еще несколько видео. Значит, про транзиты. Что очень важно, есть несколько ключевых транзитов, которые указывают на вот этот вот приближающийся кризис, и несколько транзитов ключевых, которые
Меняют расстановку того, что происходит. Значит, сейчас, ну, я поставлю на данный момент транзиты, которые у нас есть сейчас. Значит, сейчас у нас по гороскопу страны России, по седьмому дому гороскопа, по дому мира или войны идет Сатурн, то есть планета, которая отвечает за недовольство, которая, в принципе, ну, наверное, указывает еще и на то, что люди не очень довольны тем, что она продолжается. Кто-то, да, я не говорю, я знаю, что есть те, кто поддерживает это, но по шестому дому, который отвечает за врагов, долги, болезни и препятствия, борьбу, идет Раху. То есть Раху в шестом доме гороскопа, Сатурн в седьмом доме гороскопа. Эти транзиты, они как бы не способствуют тому, чтобы а, боевые действия закончились не в стране, но Раху в шестом доме гороскопа способствует тому, чтобы выявлять какие-то истории, чтобы появлялись какие-то соперники и так далее, и так далее. То есть здесь нет указаний, но Сатурн в шестом доме гороскопа указывает на ограничение количества партнеров, то есть сужение количества партнеров, которые есть у страны. Значит, с 20 нет, со 2 июня 2027 года по 20 октября 2027 года Сатурн зайдет в Овен. Но, как мы видим, это будет очень короткий промежуток времени, буквально 3 месяца в 2027 году. Ну, допустим, мы поставим июнь, вот с 22 июня поставим примерно. Это практически так вот. Это практически будет 3 месяца, когда Сатурн будет идти по восьмому дому гороскопа. И чем чреват вот этот вот транзит для России по восьмому дому гороскопа? Значит, во-первых, Сатурн, как управитель пятого дома гороскопа и шестого дома гороскопа, будет идти по восьмому дому гороскопа, по дому кризисов, по дому неожиданностей, по дому таких вот разных тайн. И Сатурн будет в падении. Сатурн будет в падении как управитель пятого дома ментального состояния детей, проектов, как управитель пятого дома комфорта, идти по дому кризисов в знаке своего падения. И как управитель шестого дома врагов, долгов, болезней, он будет идти по восьмому дому гороскопа. В целом транзит Сатурна по восьмому дому гороскопа, тем более по знаку падения, это период на самом деле сложный для государства, потому что этот период будет давать сложное моральное состояние для нации. То есть это будут какие-то кризисные истории, которые будут происходить в стране. Но это первый заход, это всего на 2 месяца, то есть июнь-октябрь 2027 года. Какой-то может быть испуг, какая-то вот такая история. Сатурн в этом периоде, в этом транзите аспектирует 10-й дом. Он создает угрозу для власти, и Сатурн в этом транзите аспектирует управителя седьмого дома гороскопа и четвертого дома гороскопа. То есть он создает конфликт внутренний какой-то, и он создает конфликт с партнерами, аспектируя еще 10-й дом, дом власти. Но этот транзит очень коротенький, в принципе, здесь при этом, несмотря на то, что Сатурн будет идти по восьмому дому гороскопа, в этом периоде Юпитер будет идти по 11 дому гороскопа как управитель седьмого дома, то есть в целом какие-то бонусы в этот период страна тоже получает. Но потом с 20 октября 27 года по 23 февраля 28 года Сатурн, в принципе, вернется в это же положение, в котором он был до этого, в знак зодиака Рыб. А стоит еще отметить, кстати говоря, то, что Раху будет идти по пятому дому гороскопа, то есть Раху перейдет в пятый дом, а управитель пятого будет в восьмом. То есть, с одной стороны, я очень сильно хочу каким-то образом повлиять, вот если бы это был человек, с одной стороны, очень сильно хочу запустить какой-то проект, родить ребенка, поступить на учебу, каким-то образом повлиять на свое ментальное состояние, улучшить комфорт, но при этом это все доставляет мне большое количество стрессов, доставляет мне большое количество дискомфорта. То есть, с одной стороны, страна будет стремиться к тому, чтобы что-то поменять, воспитать, повлиять на нацию, повлиять на детей, молодежь. Но молодежь как бы будет от этого сопротивляться еще больше. То есть
ментальное состояние именно людей от этого страдает. Но потом Сатурн у нас вернется, получается, до 23 февраля 2028 года Сатурн вернется в знак зодиака Рыбы в 7-й дом гороскопа. И дальше, что самое вот важное, что с 23 февраля 2028 года Сатурн вернется, ну, допустим, мы поставим там вот так вот, 25 февраля 2028 года. Я поставлю вот так вот, допустим, Сатурн вернется в 8-й дом гороскопа, он будет аспектировать 10-й дом гороскопа, и такое положение Сатурна будет сохраняться до 8 августа 2029 года. То есть это уже будет 1,5 года. Сатурн будет аспектировать 10-й дом гороскопа, будет идти по 8-му дому гороскопа. Он будет создавать в том числе ограничения по финансам, потому что он будет аспектировать 2-й дом гороскопа. Ограничения еще больше он будет идти по Венере, планете красоты, удовольствия, творчества и комфорта. И Сатурн будет здесь создавать такие ограничения на 1,5 года очень серьезные. И помимо этого, если мы возьмем вот этот транзит и возьмем транзит Раху и Кету, которые у нас тоже поменяют в мае 2028 года свои знаки, ну, допустим, 30 мая, свои знаки, у нас получится ситуация такая. Сатурн будет идти по 8-му дому гороскопа как я уже сказала, с февраля 2028 года, а Кету зайдет в 10-й дом гороскопа. В 10-й дом гороскопа страны, то есть это будет двойной аспект двух планет, которые сужают, ограничивают, останавливают, замораживают на 10-й дом гороскопа, дом власти. То есть это указание на то, что власть в стране, скорее всего, поменяется, и это произойдет раньше, чем в России назначены выборы. Очень высока вероятность, и при этом очень высока вероятность, что именно в этот промежуток времени, то есть когда в мае зайдет Кету в 10-й дом гороскопа, Кету у нас будет до февраля 2030 года в 10-м доме гороскопа, плюс еще Сатурн будет аспектировать до августа 2029 года, что вот именно в этот промежуток времени закончится военное действие, закончится война России и Украины. Но как я уже сказала, еще впереди гороскоп Украины, который я тоже буду смотреть. Для гороскопа Украины тоже есть пересечение. Я уже так предварительно смотрела. Для гороскопа Владимира Путина тоже есть пересечение, которое я смотрела по его гороскопу, что у него тоже видно, что в этот период транзиты будут, ну, в первую очередь, конечно, по здоровью. Эти транзиты будут сначала по здоровью, а потом точно так же по работе у него будут транзиты, которые вероятнее всего дают смену профессии. То есть и это совпадает с гороскопом России. Но опять же, пока что основное это то, что военное действие, скорее всего, окончательно закончится на этот промежуток времени, потому что у меня есть еще гороскопы людей, которые не выездные и которые могут потом начать выезжать. Но если у вас есть гороскопы людей, которые не выездные, но которые хотели бы выехать, когда закончится военное действие, вы можете мне прислать эти гороскопы, я посмотрю, и когда буду делать видео для Украины, я тоже могу их там включить, показать. И если кто-то будет писать мне про гороскоп Путина, я сразу предупреждаю, что да, я сделала ректификацию, у меня есть его гороскоп, и он очень хорошо работает. И писать мне о том, что его нету, и то, что там неправильное время, еще что-нибудь, мне, пожалуйста, не надо, потому что я знаю, что я делаю, я вижу своими глазами, что я вижу. На этом наш анализ гороскопа России на 2026-2028 год завершен. Я напоминаю, что я придерживаюсь дружелюбной атмосферы на этом канале. Очень прошу вас, если вам нравится такой формат видео прогнозов на этом канале, то поддерживать лайками, комментариями, продвижением видео. И до новых встреч!